Привет! Сегодня мы отправляемся на Соломоновы острова, и вы узнаете такие вещи, о которых точно не слышали. Приятного просмотра! Соломоновы острова – это архипелаг в Тихом океане, в который входит 992 острова. Большинство вулканического происхождения. Площадь – 40,5 тысяч квадратных километров. Крупнейший остров – Бугенвиль – 9318 квадратных километров. На нем высшая точка – гора Балби – 2715 метров. И второй – Гуадалканал – 5302 квадратных километров. Наивысшей точкой 2335 метров – гора Паламанасео. Здесь довольно часто случаются землетрясения и есть действующие вулканы. Последнее землетрясение было в 2013 году, магнитудой 8 баллов. Тысячи человек остались без крова. Архипелаг омывается единственным морем – Коралловым и Тихим океаном. Название, как многие догадались, в честь царя Соломона. Названо испанским мореплавателем Альваро, обнаружившим здесь золото, сравнив острова с золотой страной Офир, где жил Соломон. Государство входит в тридцатку самых экономически слабых стран мира. 75% населения занимается сельским хозяйством и рыболовством. Культивируются кокосы, какао, картофель, рис, фрукты, овощи. Основные продукты экспорта – древесина, копра, пальмовое масло. Климат экваториальный, здесь жарко и влажно. Летом в среднем плюс 32, зимой плюс 22 по Цельсию. Осадков 2500 мм, а на острове Гуадалканал до 5000. Сезон дождей с ноября по март. 80% островов покрыто густыми влажными экваториальными лесами. На побережьях мангровые леса и болота. Острова обитаемы. Население примерно 700 тысяч, что соизмеримо с Осло или Вашингтоном. Столица – город Ханиара с населением 90 тысяч. Примерно половина населения моложе 30 лет. Несмотря на то, что официальный язык английский, большинство жителей говорит на соломонском пиджине. Площадь 22 квадратных километра. Таких же размеров столица Бурунди – Гитега. Температура круглый год держится в районе плюс 27, влажность всегда выше 80%. Ведь дождь здесь идет примерно через день, в течение всего года, выливая среднегодовые 2200 мм. Из более-менее крупных населенных пунктов по местным меркам отмечу Мунду. Городом это не назовешь, скорее скопление деревень. Находится на острове Новая Джорджия, который является крупнейшим в западной провинции Соломоновых островов. Длиной остров 85, шириной 41 км. Изначально было место кокосовой плантации. Основной транспорт – лодки. Но есть аэропорт. В деревне несколько магазинов, почта, филиал банка, пекарня. Климат для многих покажется невероятным для жизни. Среднесуточная температура в течение всего года чаще всего переваливает за плюс 30. При этом постоянная высокая влажность. Среднегодовое количество осадков доходит до 4000 мм. К примеру, в большинстве европейских городов менее 1000, а в ужасно дождливом Лондоне около 700. В 35 километрах от столицы расположен интересный остров Сава, почти круглой формы, 7 на 6 километров. На нем находится стратовулкан, извергавшийся в середине 19 века. Извержение было невероятно сильным и полностью уничтожило все живое на острове. Сегодня там проживает около 3000 человек. Эти цифры очень примерные, ибо за последние лет 15 никто не проводил перепись. На острове есть гейзеры, горячие источники и уникальные птицы – мегаподы, или как их еще называют, строители курганов. Откладывая яйца, они закапывают их в горячий песок. Яйцо немного крупнее утиного. Считается фирменным блюдом местной кухни. Примерно до середины 20 века острова считались страшным и недружелюбным местом, где попавших чужеземцев чаще всего сжигали или съедали аборигены. Многое изменилось во времена Второй мировой войны.
Часть островов была оккупирована японцами, и в течение 4 лет в этих краях велись жесточайшие бои между японцами с одной стороны и Великобританией, Австралией и США с другой, с победой последних. В результате пролив, разделяющий остров Гуадалканал и группу островов Нгелла, именуемый Силарк, стал называться «Железное дно» из-за огромного количества затонувших в нем кораблей. После окончания войны острова опять стали малоизвестными и, можно сказать, изолированными от мира, как и до 40-х годов. Спустя несколько десятилетий находили выживших японцев среди джунглей, которым и вовсе не было известно, что война закончилась. В 1978 году Соломоны получили независимость от Великобритании. Высочайшей вершиной является гора Поломанасео, 2335 метров, служит домом для множества эндемичных и исчезающих видов животных. А крупнейшим озером на островах является Тегана, размером 29 на 10 километров, площадью 155 квадратных километров. Расположена на острове Ренел или Мугаба, местное название. Дно покрыто несколькими метрами ила. Вода для озер довольно соленая из-за каналов, соединяющих его с морем. Максимальная глубина 44 метра. На дне озера лежат 9 самолетов со времен войны. Водится морская змея Крокера, это единственное ее место обитания на всей планете. Тут же обитает Ренел, певчая птица, более в мире нигде не встречается, а также Тагоа. Всего на острове 25 видов муравьев, 27 видов улиток, 7 из которых эндемики. Уникальная орхидея Dendrobium lindley произрастает только в районе озера и больше нигде в мире. 256 видов мотыльков, 35 из которых уникальны. Примечательно, что на острове Ренел нет гадюк, крокодилов и малярии. Функционирует клиника и школа. А вот остров Арнарвон известен как остров черепах. Здесь размножаются биссы, редчайшие морские черепахи. Посетить остров можно только в сопровождении большого количества местного персонала, которые следят за поведением туриста, ибо популяция черепах крайне ранима. На Соломоновых островах находится самая большая лагуна с двойным барьером в мире – Марова. На острове Бугенвиль местные жители говорят на языке аратакас, в алфавите которого всего 12 латинских букв. Это самый короткий из современных алфавитов. Доля лесных массивов к общей площади суши составляет аж 90%. Таким образом, Соломоновы острова – это одно из самых озелененных мест на планете. В основном это тропические леса. Произрастает до 5000 видов растений, только одних орхидей 230 видов. Основные представители флоры – Витекс кафасус, Помеция перистая, дерево малавы, оно имеет очень прочную и плотную древесину, славится своей устойчивостью к гниению и термитам. Также алстония, кора которой выступает лекарством от малярии, зубной боли, змеиных укусов. Канариум достигает высоты 50 метров, имеет съедобные орехи галипы или нанга. Дисоксилум, дерево красного цвета, используется в медицине и производстве мебели. Стеркулия, плоды которой в пищу не годятся. Ряд исследований показал их канцерогенность. Верные пальмы лекуала, саговые пальмы, древовидные папоротники, бамбук, орхидеи, бананы, имбирь. На островах обитает не менее 50 видов фауны: крокодилы, ящерицы, змеи, сахарные сумчатые летяги, вараны. Из них 26 эндемики, в основном летучие мыши и грызуны. Также около 200 видов птиц, треть из которых больше нигде в мире не встречается. Здесь обитает самая крупная лягушка в мире – Корнуфер гуппи или гигантская короткотелая лягушка, весом до 1 кг, активно используется в пищу местными жителями. Самый крупный сцинк на планете также живет в этих краях, длина с хвостом до 80 см, питается фруктами и овощами, ведет строго древесный образ жизни, чаще всего можно встретить на фикусе, употребляется в пищу. Существует угроза вымирания, в частности из-за чрезмерного экспорта в качестве домашнего питомца в другие страны. Еще один гигантский представитель – кокосовый краб или краб-разбойник, является самым крупным наземным членистоногим, весом до 4 кг и размером до метра. Я упоминал его в ролике про кокосовые острова. Питается в основном плодами, орехами, семенами, но были случаи ловли и поедания им птиц и крыс. А свое разбойническое название получил из-за того, что может стащить все что угодно, оставленное без присмотра, и использовать в пищу. При опасности, убегая, может взбираться на деревья, как и падать с высоты до 5 метров без повреждений для себя. Были замечены интересные случаи, когда краб, схватив клешнями орех, взбирался на высоту 10 метров и сбрасывал его, чтобы расколоть. Краб растет очень медленно и достигает полного размера в возрасте, внимание, 120 лет.
Естественных врагов, кроме других таких же крабов, у него нет. У людей считается деликатесом, поэтому его популяция сокращается, и в некоторых регионах уже установлен запрет на охоту. Сам по себе краб не ядовит, но при употреблении им ядовитых растений человек запросто может получить серьезное отравление от такого краба. Клешни довольно сильные. Руку вряд ли сможет сломать, но значительную боль причинит запросто. Также имеет привычку подолгу не разжимать клешни. Если вы каким-то образом попадете в такую ситуацию, рекомендую погладить краба пузика. Иногда он отпускает хватку. В Австралии и на Мадагаскаре полностью истреблен. Можно здесь увидеть и гигантских бабочек, таких как Орнитоптера виктории, размах крыльев до 20 см. В прибрежных водах большое количество дельфинов, различных акул, гигантских угрей, марлинов, барракуд, зеленых черепах, скатов. Самыми опасными для человека представителями фауны является гребнистый крокодил, он же морской крокодил или соленый, один из самых крупных наземных хищников и самая крупная рептилия на планете, длиной до 7 метров и весом до 2 тонн. Занимает верхушку пищевой цепи на территории своего ареала, хорошо себя чувствует в соленой воде, охотится на любое живое существо, зашедшее на его территорию. Крайне агрессивен, нападает даже на акул. Ежегодно только официально фиксируются десятки погибших от него людей. На самом же деле их куда больше. В ходе некоторых исследований выяснилось, что он обладает самой высокой силой укуса среди всех живых существ на планете. При нападении очень немногим удавалось выжить, ведь самец способен перекусить взрослого человека надвое или раздробить панцирь морской черепахи. Имеет очень сильную иммунную систему и регенерацию. В питании неприхотлив, часто прибегает к каннибализму. Могут подолго переносить голод. Ввиду своей агрессии и малоэффективным против них транквилизатором изучены недостаточно хорошо. В книгу рекордов Гиннесса занесен случай самой массовой атаки животного на человека. В 1945 году гребнистые крокодилы убили около 1000 японских солдат, которые вошли в болото на острове Рамри. Выживших было всего пара десятков человек. Живут они около 100 лет. В Австралии самым эффективным методом избежать проблем с ним считается избегать его зон обитания. Еще один опасный представитель, обитающий в тропических водах, тупорылая акула или акула-бык. Уникальна тем, что заходит довольно далеко в пресные воды рек, например, были замечены в Амазонке в 5 километрах от океана. Длиной до 4 метров и весом до 400 килограмм, у нее много общего с гребнистым крокодилом. Она обладает самым мощным укусом среди всех акул и является самой агрессивной, а также не имеет естественных врагов в море, но разве что за исключением гребнистого крокодила. В прибрежных водах, однако, вышеуказанный крокодил нередко нападает на нее, как в общем-то и на всех, кто ему не нравится. Ее зрение видит цвета. В ходе эксперимента выяснилось, что она избегает именно желтых оттенков, вероятно, для нее это цвет опасности. В спокойном состоянии акула очень ленива и плавает не спеша. Охотится на других акул, скатов, морских змей, иглокожих, дельфинов, черепах. Очень живуче, поэтому иногда содержится в аквариумах. Ввиду агрессивного характера и обитания в мутной воде и на мелководье является самой опасной из всех акул для человека. Да, как можно заметить, Соломоновы острова просто кишат опасностями. Следующий представитель не отличается агрессивным характером или выдающимися челюстями, но несет в себе сильнейший яд. Это куба-медуза или морская оса. Я думаю, вы слышали про нее. Периодически из-за нее фиксируются гибели пловцов. Имеет щупальца до 3 метров. Плавает для медуз довольно быстро, 6 метров в минуту. Питается рыбой и ракообразными. При отсутствии лечения пострадавший от ее токсина погибает в течение 2 минут. Напоследок отмечу еще одного подводного жителя. Синекольчатого осьминога. И он тоже очень агрессивен. Размером не более 25 сантиметров. Способен менять цвет. Хоть и живет на глубине до 70 метров, чаще всего можно встретить у берегов, на скалах, среди камней, либо на дне в водорослях. В случае опасности выбрасывает чернила, питается крабами и креветками. Если он потревожен или испуган, тут же нападает на противника, неважно какого он размера. Яд убивает человека за 15 минут, противоядия не найдено. Из змей обитает коричневая бойга, ужеобразная, для человека не опасна, как и удав Кандоя биброни. А вот соломонские коралловые змеи представляют куда большую угрозу. Большое количество морских крайтов обладает сильным ядом. Обитают в основном в воде. Ежегодно случается как минимум 30 официальных укусов змей на островах.
Учитывая климат, насекомых здесь запредельное количество. Мухи и бабочки в огромных количествах. А в траве все кишит различными жуками и скалопендрами. Расскажу про наиболее примечательные. Колючий палочник-дьявол, длиной до 15 см. Ведет ночной образ жизни, использует крипсию при опасности, питается листьями. А это оранжевый муравей-жнец. Он здесь повсюду, длиной от 5 до 25 мм. Иногда используется в пищу, в медицине и в борьбе с вредителями цитрусовых. К человеку агрессивны, сбор фруктов в джунглях может быть болезненным. Также на островах обитает анофилес, он же болотный комар, единственный вид, являющийся переносчиком малярии. В целом это глобальная проблема тропических регионов. Они очень зависимы от водоемов, но при засухе способны впадать в оцепенение, пережидая неблагоприятные условия. Но и у них есть враг – прыгающий паук. Питается кровью самок комаров. Только вот ареал обитания этого паука очень сильно ограничен по сравнению с комарами. Ну и напоследок пару слов о местной кухне. Исходя из того, что основное занятие местных жителей – рыболовство и сельское хозяйство, питание в основном состоит из морепродуктов, кокосов, картофеля, маниоки и местных фруктов. Классическим вариантом будет рыба с картофелем или рисом. Также тара, поскольку сырые клубни тары вызывают сильное жжение во рту, их варят или жарят, используют в выпечке. Повсеместно используются бананы, гуава, папайя, плоды хлебного дерева, мякоть которого варят, жарят, пекут, сушат, едят сырой, недозрелые плоды используются как овощи, а зрелые, более сладкие, как фрукты. Очень важный источник питания и довольно калорийный – 330 килокалорий на 100 грамм. Главным блюдом на праздник является пои. Это ферментированные корни тара с курицей или рыбой, также тапиока в виде пудинга. Пожалуй, лучшим способом ознакомиться с местной пищей – это посетить центральный рынок Ханиары, где продается все, от фруктов до крабов. Наше путешествие подходит к концу. Я уверен, вы точно узнали что-то новое. Жду ваших реакций в комментариях. Всем спасибо.